Здорово! Сегодня я покажу вам очень классную читерскую технику с картами, с помощью которой вы сможете без каких-либо проблем подтасовать себе 4 любые карты, либо вообще флеш-рояль из 5 карт. Короче говоря, очень классная техника, очень простая, что самое главное, в перетасованной зрителям колоде. Итак, погнали. Мы берем обыкновенную колоду карт. Самая обыкновенная. Вы не переживайте, что она читерская, здесь никакого это отношения не имеет. Что мы делаем? Мы берем ее таким вот образом, перетасовываем. Подснимаем разочек, второй, третий. Но, понятное дело, зритель нам может не поверить. Поэтому мы берем колоду, отдаем ему и просим его это все сделать, перетасовать. Он берет тщательно это все, протасовывает своими корявенькими ручками. Ну и мы теперь показываем ему то, что здесь у нас абсолютно полный хаос. Никаких укомплектовочек нет. Мы даже можем пролистать вот так вот по одной карте и действительно его убедить о том, что у нас здесь нет никаких, абсолютно никаких укомплектовок. То есть смотрите, у нас нету, например, там какой-то подряд сверхкомбинации, например, там 4 тузов, 4 королей, нету там, к примеру, флеш-рояля подряд. То есть все очень-очень чисто, вообще прям вот чисто-чисто-чисто. И что мы теперь сделаем? Мы возьмем и сделаем еще и вот так вот тасовочку, называется она Faro Shuffle. Кто не в курсе, на канале есть обучение. И эта тасовочка, она еще ухудшит нам состояние в колоде, то есть она будет еще более перетасованная. Но на самом-то деле давайте мы сейчас все-таки перейдем к делу. Вот представим то, что мы сейчас играем в такую небольшую игру. Я раздаю по 4 карты, ну и соответственно попадается кому-то какие-то карты, и мы смотрим что да как. Например, 4 игрока, я 4-й. Раз, два, три, 4, раз, два, три, 4, раз, два, три, 4. В общем-то, смотрим, что тут у нас есть. У нас есть ничего. У нас есть, ну, вообще ничего. И еще у нас есть, 2 вольта. Все. Ну и у нас есть раз, два, три, 4 туза. Круто, прям вообще нереально, очень эффектно. Вы берете и себе подкладываете абсолютно любые карты, которые вам необходимы. Итак, давайте мы сейчас обучимся. Когда же я использую данную технику? Я ее использую исключительно в развлекательных целях. И ни в коем случае не советую эту технику использовать в качестве реального обмана. Это развлечься, там, показать, какой вы крутой и реально напугать зрителя, без проблем. Но чтобы обмануть, это нужно быть ужасным подлецом. Поскольку вы намного сильнее, получается, намного сильнее своего зрителя, и поэтому обижать его таким образом не нужно. Итак, я эту технику использовал, помню, в один прекрасный день, когда я практически только ее обучился. Это было на дне рождения, и было очень мне страшно. Меня попросили, мне сказали, а ты умеешь как-то себе вот подтасовывать карты? И я такой думаю, блин, я же только выучил эту технику, сейчас как спалюсь. И в общем, что было? Я взял колоду в руки. Ну вот давайте, у нас тут 4 туза. Мы их засовываем абсолютно в разные места в колоде. И было 2 человека, один здесь, второй здесь. Все остальные пока повыходили там. Я попросил одного перетасовать колоду, второго перетасовать. Они брали и вот так вот обыкновенной тасовочкой тщательно меня хотели запороть. Потом я переворачиваю и начинал показывать это все, показал. И я четко видел, как я 2 раза спалился, просто нереально. Спалился и все. Но потом я, когда взял и раздал, например, на 4, когда я тут показал 4 туза, они просто обалдели. У них рот открылся, и они спросили, как ты так сделал? Мы смотрели, и они реально смотрели прям в упор. Один вот здесь вот сидел, получается, слева от меня, второй справа от меня. И прям смотрели в упор. А я потом спрашиваю, а вообще, какое вот у вас зрение? Один сказал, у меня 100%, второй сказал, у меня 120%. Но на самом-то деле такого не бывает, но у них очень хорошее зрение, и ничего не увидели, хотя я увидел то, что 2 раза спалился. Короче говоря, уверенно все делаем, и эта техника у вас получится. Итак, как же эта техника делается? Вам понадобится следующее. Зритель, например, перетасовал все, и когда вы это все перетасовали, то вам необходимо посмотреть, чтобы в нижних хотя бы 10 картах не было туза. Я это использую через обычную ленту. Открыл ленту, посмотрел последние карты, нету туза, это очень хорошо. И почему это хорошо, я вам сейчас расскажу. Вот, например, мы берем, подснимаем, сделали ленту, увидели
идет у нас раз туз, два туз, три туз подряд. Не, нам такое не нужно. Значит, мы берем вот так и посерединке подснимаем где-то, где нету тузов. И у нас, вот видите, 10 карт хотя бы без тузов. Что вы должны вообще сделать в этой технике? Берете колоду и начинаете пролистывать карты. Но вы их должны делать это все хаотично, чтобы они были будто бы вот так вот, как попало, растасованы. Некоторые чуть выше, некоторые чуть ниже. Это делается для того, чтобы вы потом, когда затягивали тузов в необходимый момент, вы просто взяли и его не спалили, как он уходит куда-то. В общем, смотрите, как это происходит. Вы берете несколько карт вверх, продвинули, и теперь видим мы первого туза. Что мы делаем? Мы берем его и вот так вот затягиваем немножечко дальше. Давайте мы сейчас вот так вот зафокусируемся, чтобы вы прям каждый миллиметр видели. Смотрите, вот наш туз, да? Вы берете и вот так вот его задвигаете чуть дальше. И потом у вас все карты пошли под него. То есть вот он немножечко вот так выпирает. Если же у вас спереди немножко будут торчать карты, то зритель не увидит то, что здесь вот оттопыривается одна карта. Но давайте теперь мы сделаем с ровной стопочкой. И что будет видеть зритель? Он будет видеть даже при малейшем каком-то движении, вот, торчит туз. А если карты вперед, ничего не видно вообще. Теперь мы далее листаем и смотрим еще туза одного. Еще смотрим туза, вот следующий туз. И что мы делаем? Мы берем его, когда пролистываем, наклоняем под наклоном, и он, получается, залазит на нашего. Мы его быстренько пальчиками чик-чик-чик подтащили, и дальше пошли уже слистывать. Раз, два, три, доходим до туза, опять же. Взяли, надавили на него, он, получается, под наклоном выходит и залазит на нашего туза. И последний туз. Раз и два. Все, вот он уже у меня последний туз. Я его затащил. И потом под этих тузов все карты взяли, подровняли и сложили колоду в ровненькую стопочку. В общем, таким вот образом мы перетасовали вроде бы колоду, показали зрителю, что все чисто, но на самом-то деле мы сконтролировали целых аж 4 туза к себе наверх колоды. Это самое сложное было из этой всей ситуации, вообще из этой техники. Далее все просто пустячок самый настоящий. Вам потребуется следующее. Просчитать, сколько у вас есть зрителей, ну и как вы будете дальше проходить через вот эту врезочку и рифл шаффл. Значит, смотрите. Фару шаффл. Если у вас, например, один зритель, и вы хотите это все продемонстрировать, что вы делаете? У вас получается все следующим образом. У вас есть сверху 4 туза. И далее вы должны понять, кто из вас должен выиграть. Но, понятное дело, я постоянно делаю на себя, что я выигрываю. Поэтому вы берете, подснимаете колоду. Так, давайте мы сейчас зафокусируемся, так как здесь ближний план будет очень важен. Вот наши 4 туза. Вот так мы сейчас их подснимем. И теперь я показываю, что мы делаем. Берем и одну, получается, карту, вот эту вот, подпускаем наверх. И когда мы делаем чистую врезочку, вот так вот, получается, наши карты, они идут через одну с непонятными случайными. Еще разочек. Взяли, врезали один в один, сделали чистую врезочку. На канале есть обучение. И задвинули. То есть, например, у нас один зритель, и мы раздаем зрителю себе, зрителю себе, зрителю себе, зрителю и себе. Тут реально нечего, чтобы выпало победить 4 тузов. Именно поэтому вы берете и такое проделываете. Хорошо, если у нас, например, есть 2 зрителя, можете сделать все то же самое, но только изначально спросив у каждого из них, кто из вас хочет выиграть. Вот, например, у нас есть зритель 1 и 2. Вот этот сказал, я хочу выиграть, а второй сказал, ну давай, пусть он выигрывает. Что вы делаете? Опять же берете, делаете врезку, четенькую, и начинаете это все раздавать. Первому, второму, первому, второму, первому, второму, первому, второму. Оп, 4 туза уже здесь у первого, у второго у нас ничего. Так, теперь давайте поехали, есть у нас 3 зрителя. Но если 3 зрителя, здесь очень все просто. Вы просто берете и четко знаете, что у вас, например, здесь раз, два, 3, и вы, например, 4. Так вот, вы берете и делаете 2 раза подряд чистую врезку, чистый фару шаффл. Вот смотрите. Делаем раз чистый фару шаффл, так, чтобы первая карта, первый туз, он был именно под первой картой. Сейчас давайте мы опять же перевернем их, чтобы прям видели чутенько, как это все происходит.
Вот у нас есть раз карты, два карты, и поехали в резочку. И вот у нас первые уже 4 туза находятся на одной позиции. Но если вы будете раздавать на четверых, то есть получится раз, два, три и 4, то вам обязательно необходимо сделать 2 раза врезку. И опять точно так же. То есть получается вот это у нас верхняя часть, вы ее подснимаете и вот так вот делаете врезочку, опять же, чтобы вот эта карта первая была вторая, а вот этой стопочки карта первая была первая. И мы делаем еще разочек врезочку. И теперь смотрите, что у нас получится. Первому игроку, второму, третьему, четвертому. Первому, второму, третьему, четвертому. Первому, второму, третьему, четвертому. И первому, второму, третьему, четвертому. В общем, ребята, вот такая была очень классная техника. Всем спасибо за внимание. Обязательно, если вам хочется больше читерства, ставьте лайк. Обязательно класс ставьте. Это, конечно же, мне даст знать то, что вы такое хотите. И также еще пишите в комментариях, хотите вы такое больше или не хотите. Потому что таких колод у меня читерских очень много, ну, несмотря на